Всем привет! Продолжаю разбирать процесс обучения на составляющие и улучшать их качество, то есть делать их не пассивными, а активными, потому что именно активность всех возможных процессов, чтения, конспектирования, повторения, прослушивания лекций и так далее, гарантирует вам, что вы получите максимум пользы за минимум времени, а также те знания, которые вы получите, они у вас наверняка запомнятся, и в долгосрочной перспективе вы сможете больше помнить, лучше пользоваться, в общем, пользы от этих всех процессов вы получите гораздо-гораздо больше, чем если вы будете пользоваться привычными пассивными методами. И в этом видео мы будем разбирать процесс повторения, как его сделать максимально правильным, потому что вначале я хочу разочаровать вас, что привычный нам метод повторения, когда вы просто открываете свой конспект, либо учебник и просматриваете то, что вы там написали, либо отхайлайтили, либо еще что-то, ну, в общем, какие-то ваши записи, и вы так просматриваете и понимаете, что вы все помните. Нам так кажется, что мы все помним, потому что вроде бы знакомые слова складываются в знакомые предложения, и это вам вроде бы известно, и об этом вы читали, все прекрасно. Но ученые выяснили, что в этот момент происходит не повторение материала, а просто его узнавание. То есть вы получается, ложное представление о том, что вы помните. То есть когда мы в очередной раз открываем там учебник и читаем ту главу, которую мы уже разобрали, мы внутри себя отмечаем, что мы все помним. На самом деле мы просто узнаем те слова и предложения, которые мы уже прочитали. Повторюсь, это складывает ложное впечатление о том, что мы знаем, о том, что мы помним, и раскрывается этот обман зачастую именно на практике, потому что те знания, которые мы просто узнали, которые мы, ну, просто информацию, как бы, она у нас где-то была, вы не можете ей пользоваться, потому что она не попала в долгосрочную память. Поэтому нам нужно сделать все-таки процесс повторения немножечко иначе, сформулировать его, немножечко другие процессы запустить для того, чтобы все-таки гарантировать, что информация поступит в вашу долгосрочную память, она там останется, закрепится, потому что любое касание информации в долгосрочной памяти, когда вы касаетесь каких-то знаний, которые вы уже выучили, это их укрепляет, это улучшает запоминание, это повышает их качество и так далее. В общем, когда вы их касаетесь, это хорошо, но нужно делать это правильно, опять-таки для того, чтобы увеличить количество той информации, которую вы запоминаете. Итак, как же в целом сделать процесс повторения активным? Есть очень простой доказанный прием, который называется припоминание. Этот процесс происходит, когда вы пытаетесь вспомнить какую-либо информацию, либо ответить на вопрос по информации, которую вы изучали, без первоисточника. То есть, когда вот вы, например, берете свой конспект и спрашиваете, а что было на прошлой лекции, не открывая этот самый конспект, и стараетесь, вытягиваете самостоятельно из своей памяти всю возможную информацию. Вот все, что вы вспомните, абсолютно все, что есть в вашей памяти, вытягиваем, стараемся, припоминаем, как-то какими-то лазейками пытаемся вспомнить, кто что сказал, зачем, почему, как это было связано и так далее. Это очень хороший активный процесс, который как раз-таки вытаскивает всю информацию, которая поступила в ваш мозг, когда вы прослушивали эту лекцию или когда вы там ее конспектировали. И это и есть повторение, когда вы самостоятельно, без первоисточника, вытягиваете информацию. То же самое можно сделать и с лекциями, и с учебниками, с всем чем угодно. То есть активное повторение – это повторение без первоисточника. Но все-таки есть моменты, которые улучшают весь этот процесс. И первый момент, который вам обязательно нужен, это обратная связь. Хотя ученые говорят о том, что даже если вы вот таким способом постараетесь что-то вспомнить, это уже гораздо лучше, чем если вы просто будете просматривать информацию. То есть все-таки это более активный процесс, и он, ну, как бы вы запомните в итоге гораздо больше, чем если вы просто будете просматривать конспект. Но если вы хотите еще улучшить, то лучше все-таки сделать обратную связь самостоятельно, либо чтобы вас кто-то поправил, неважно. Главное, чтобы вы после того, как вот припомнили все, что вы могли припомнить, вы открываете первоисточник и начинаете себя проверять. Что вы вспомнили, что не вспомнили, что совершенно забыли, что неправильно вспомнили и так далее. Вам нужно обновить информацию. То есть каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, это воспоминание переходит из долгосрочной памяти в краткосрочную память, и мы можем его переписать, мы можем его дописать, дополнить какими-то дополнительными подробностями, еще чем-то, и потом она обратно отъедет в долгосрочную память, но за счет того, что это уже хорошо сформированное воспоминание, я надеюсь, что вы активно старались, запоминали все это дело изначально,
В общем, когда вы его дополняете, оно, ну, вот эти все дополнения, они тоже запоминаются. То есть вы каждый раз, когда вот вы припоминаете, вы улучшаете свои знания, а обратная связь помогает вам немножечко его, ну, как бы доточить, улучшить, дополнить, расширить и так далее. В общем, обратная связь — это когда вы проверяете, правы вы были, неправы, может быть, еще что-то добавить можно, где-то вы что-то подзабыли и так далее. В общем, обратная связь, ну, не обязательно, но очень сильно желательно, потому что, опять-таки, оно выводит на новый уровень повторений. Но делать это можно только после того, как вы самостоятельно проделали сложную когнитивную работу и сами все вспомнили. Ну, что смогли, то вспомнили. Следующий момент, который улучшает наше повторение, это закон того, что лучше одну и ту же информацию повторять всего один раз в день. Потому что, как я говорила, долгосрочные воспоминания, они переходят в рабочую память, когда мы их вспоминаем. То есть мы там с ними поработали, вы вроде бы как вспомнили, повторили, наполнили информацией, и все. Потому что если вы в тот же день обратитесь к этой же информации, то она так и останется в рабочей памяти, она не перейдет в долгосрочную память. А нам нужно, чтобы она вот из долгосрочной в рабочую переливалась туда-сюда, туда-сюда. Это укрепляет и улучшает наши знания. А если вы будете бесконечно повторять в течение дня одно и то же, она будет только в рабочей памяти. Рабочая память у нас достаточно ограниченная, она может перегрузиться, у нее не так много места, и смысла от этого не будет, потому что не будет этого самого перехода. Он будет только один раз в день происходит, ну, приблизительно там, по механике, которая у нас есть в мозге. Поэтому повторять нужно одну информацию один раз в день, иначе вы просто крутите в рабочей памяти, и это не увеличивает ваши шансы и количество того, что вы пытаетесь запомнить. Это практически никак не влияет, потому что как только вы ляжете спать, информация перейдет в долгосрочную память, и не факт, что ее будет гораздо-гораздо больше, ну, вот, то, на что вы рассчитывали. Скорее всего, ну, вот, при одном повторении было бы то же самое. И следующий момент по поводу повторений и интенсивности повторений. Как я уже сказала, один раз в день. И когда в течение какого-то долгосрочного периода вам нужно повторять что-либо, то есть вам нужно укрепить свои знания максимально, то нужно это делать с удаляющимися интервалами. Потому что нашему мозгу нужно вот этот момент чуть-чуть забыть информацию, то есть чтобы она поступила в долгосрочную память, как-то переработалась, и какие-то там вот детальки отлетели от наших знаний. Это хорошо, это полезно, потому что потом, когда опять переходят знания в рабочую память, то есть вы опять их вспоминаете, вы можете их лучше доработать и так далее. Ну, то есть мозгу лучше, если он запомнит, чуть-чуть подзабудет, а потом опять припомнит. Но за счет того, что каждый раз то количество информации, которое вы запоминаете, все больше и больше, то интервал забывания все меньше и меньше. То есть как бы повторять надо все реже и реже. И в принципе ученые говорят нам о том, что когда вот вы только получили информацию, вам нужно в этот день себе напомнить, пересказать своими словами, как-то так суммаризировать все, что вы запомнили, на следующий день повторить, потом еще на следующий день, вот один раз в день вы повторяете ближайшие пару дней. И как только вы ощущаете, что вы достаточно легко вспоминаете, то есть вы не прикладываете усилий для того, чтобы вспомнить информацию, то смысл повторений пропадает. То есть если вы легко что-то вспоминаете, еще 1-2 дня поповторяйте и делайте перерыв уже на 2-3 дня. Потом через каждые 3 дня повторяйте, опять чувствуете, что очень легко, вы не напрягаетесь, то есть повторение работает и помогает вам все больше и больше запоминать, когда вам сложно вспоминать, то есть вы еще можете доработать. Если вам легко вспоминать, значит информация хорошенечко уже закрепилась в вашей памяти, и вам не нужно прикладывать дополнительных усилий для того, чтобы ее обновлять, эту информацию. Поэтому как только вы чувствуете легкость, еще 1-2 повторения там, через интервал, и вы можете уже отпускать эту информацию. Дальше нам говорят о том, что раз в неделю повторять, потом раз в месяц, раз в 3 месяца и так далее. Скорее всего, если вы этой информацией достаточно часто пользуетесь, то какого-то специального повторения уже не нужно. Вот этот главный период, когда вы только-только запомнили, получили информацию, каждый день повторять, а потом с легкими удаляющимися интервалами, это такой самый критичный момент, потому что мозг в этот момент формирует нужную вам связь, и здесь важно как бы вот эти вот делать небольшие паузы,
паузы, потом, скорее всего, уже жизнь наладится. Поэтому, как только вы чувствуете, что уже все легко и просто, скорее всего, информация хорошенечко усвоилась, если вы еще чувствуете, что вам нужно прикладывать усилия для того, чтобы вспоминать, нужно повторять, но с интервалами. И напоследок хочу рассказать, что при всех вот этих процессах, которые я только что рассказала, это все, конечно, хорошо. Но самым идеальным повторением, которое может быть вообще самым лучшим для нашего мозга и для нас, это практическое применение, потому что на практике вы вспоминаете информацию постоянно, вы постоянно ее касаетесь, вы постоянно ее используете. Как только информацию начинает использовать, то есть мозг понимает, что она вам нужна. Она нужна для того, чтобы что-то производить, какие-то действия, какие-то мысли, еще что-то. Эта информация очень хорошо запоминается. Плюс вы можете очень быстро найти прорехи в ваших воспоминаниях, в той информации, которую вы запомнили, потому что на практике всегда все видно. Кто учил, кто не учил, кто где что пропускал и так далее, потому что именно там применяются все знания, и если у вас их нету, вы не можете их применить, и вы как-то там методом тыка пытаетесь, но, скорее всего, это ни к чему хорошему не приводит. Так что двумя основными моментами, которые помогают вам сделать повторение максимально активным, это припоминание, когда вы максимально стараетесь все вспомнить без первоисточника, только используя свои знания, которые вы приобрели, и потом поправляйте себя. И практическое применение, когда вы создаете какой-либо проект на основе тех знаний, которые вы получили. Потому что вы так или иначе касаетесь всего, что вы изучали, и вы быстро определяете, что вы помните, а что нет. Все, мои хорошие, надеюсь, вам это поможет, улучшит качество вашего обучения. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.